устал от карантина. И страны мечтают, когда к ним снова приедут туристы. И вот, наконец, границы открыты. Антон, просыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции, чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не могу. Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Первый блин комом. Всем привет, это Орел и Решка «Чудеса света». И мы на мексиканском побережье. Мексиканские каникулы продолжаются. Я бы так-то не радовался, потому что все-таки наши чудо таинственные, загадочные, овеянные кучей тайн и мифов колодцы Майя, сеноты. Еноты? Да, еноты, косули, куры. Если повезет, динозавры, молодец. Но сначала орел. Решка! Антон, как ты это делаешь? Я опять бедная. Там просто два орла. Давай. Выучи на испанском фразу «я доем». Все, пока. Спасибо большое. Автомобиль. Как он это делает? Юг Мексики. Полуостров Юкатан. Это край непролазных джунглей, идеальных пляжей и загадок цивилизации майя. А еще только здесь можно найти чудо природы. Пещерные колодцы сеноты. Мрачные, таинственные и сказочно красивые. Мы преодолели закрытые границы, чтобы с головой уйти в чудо света. Она ж гигантская! Прыгай! Наше чудо света, колодцы майя, разбросаны по всему полуострову Юкатан. Чтобы успеть все посмотреть, нужна быстрая машина. А чтобы кайфануть, нужен кабриолет. Не, сделаем красиво, смотрим, учимся, влюбляемся. Ай, горячо! Вамус, солярий-убийца! Освежай воздухом! Ай-яй-яй-яй-яй! Кабриолет с личным водителем за $900. Идеальная трасса сквозь тропические джунгли, а рядом лучшее в мире Карибское море. Это же рай!
Все туристы, которые хотят увидеть сеноты, прилетают в главный аэропорт Юкатана – Канкун. Но как дальше, непонятненько. Кататься между сенотами на авто как Антон мне не по карману. В идеале найти такое место, где рядом находились бы сразу несколько сенотов. И бинго! Такое место есть! Это парк Кантунчи. Чтобы туда добраться, сначала нужно ехать в городок Плая-дель-Кармен, а там пересесть на маршрутку до парка. Из Канкуна в Плая-дель-Кармен везут автобусы компании АДО. 208 песо. Ребята, это грабеж средь бела дня. Но дешевле варианта добраться до чуда света, увы, нет. За 208 песо, я думала, тут будет не автобус, а ракета. Полуостров Юкатан – это родина индейцев майя. Это их цивилизация опередила время. 2000 лет назад майя уже придумали сверхточный календарь, цифру 0, первую бумагу из фикуса, гамак, шоколад и даже клизму. А еще построили величественные пирамиды, которые по сей день стоят посреди джунглей. Эта цивилизация просто не выжила бы, если бы тут не было природного чуда – колодцев с пресной водой. Дело в том, что на полуострове нет рек, нет озер и нет никаких других источников пресной воды. Индейцы майя не только пили из сенотов воду. Они считали их вратами в потусторонний мир, где живут духи. Сегодня мы разгадаем тайны, которые хранят сеноты. Нам с рюкзаком до таинственных сенотов еще ехать и ехать. В городке Плая-дель-Кармен нужно поймать местную маршрутку коллектива и проехаться до парка Кантунчи. Hello, please, I wanna go to Кантунчи. Is it a Кантунчи? Yes? Yes? Really? О, Саня, погнали. О, какая заполненная маршрутка. Проезд стоит $1,5. Без сдачи. Все хотят моих денег. Я что, похожа на богачку? Богачка сегодня у нас Антон. Кантунчи, yes, it's mine. Muchas gracias, Buenos Aires. Ну, здравствуй, Кантунчи. Кантунчи – это парк развлечений посреди джунглей. На его территории целых 5 сенотов, и в придачу к ним есть еще подземная река, водопад и ресторан. Итак, начинается настоящий джунгли. Я пробираюсь. Фух, тут такая влажность. Посмотрите, на что превратилась моя прекрасная прическа. В кучу маленьких перышков. Ой, у меня начинает сердечко биться. Красота! Настоящее чудо света! Невероятной красоты! Вот, здесь отлично видно, что такое сенот. Это озерцо с высокими крутыми берегами, как будто колодец. Он получается, когда подземная река вымывает в горной породе пещеру, а потом ее крыша обваливается.
Весь полуостров Юкатан состоит из мягкого известняка. Он словно губка, пронизан норами, пещерами и колодцами. Известно более 5000 сенотов, а сколько еще их скрыто, не знает никто. Для встречи с сенотами я выбрал самый загадочный, самый таинственный и один из самых труднодоступных сенотов – Лос Геррерос. Но так просто через него не пройти. Нужны плавки и факел. Лос-Геррерос – это необычный сенот. Это несколько пещер, соединенных подземной рекой. Ой, вода прохладная. Я все понял про это чудо. Сейчас надо привыкнуть к воде, и можно смотреть по сторонам. Так, а вот здесь уже придется плыть с факелом в руке, который, в принципе, тут был и не нужен. Господи, чувствую себя олимпийским придурочным чемпионом, который куда-то не успел. Пожалуй, оставлю его тут. О, да. Вот это красотища. Это уже не пещера, а прям большой подземный город, затерянный. Сенот Лос-Геррерос – это 4 подземных колодца, увешанных тысячами причудливых сосулек-сталактитов. Единственное, все равно страшновато и мрачновато. Ощущение, что сейчас откуда-нибудь на тебя вылетит огромная летучая мышь. А этот год показал, что встреча с летучей мышью заканчивается не очень. Для индейцев майя подземные колодцы были святилищами. Они верили, что здесь живут духи джунглей, ветра и воды. Вообще, у сенотов такая сомнительная репутация. Говорят, что майя скидывали сюда жертв, как бы принося их в дар богам. Конечно, это легенда. Может быть, все это неправда, но как-то не хочется сейчас наступить на какую-нибудь кость. Археологи находили в сенотах кувшины с сокровищами и человеческие кости. Это останки жертв, которых майя сбрасывали в колодцы. Потомки майя до сих пор проводят здесь свои ритуалы. Не верите? Прислушайтесь. А что тут происходит? Шаман, а это, видимо, шаман, дал мне в руки вот череп священного оленя и сказал, что нужно пройти посвящение, чтобы духи природы, духи этой пещеры приняли меня.
начала чужаку нужно съесть несколько какао-бобов. После выпить какао на воде. Майя ценили зерна какао как драгоценность. С каждым глотком какао энергия человека очищается, и духи Сенота становятся благосклонными к нему. Стоит сказать, что соединение с духами – единственный ритуал индейцев майя, где никому не пускают кровь и не приносят в жертву. Он все равно какой-то пугающий, с амулетами, с черепами мертвых животных, со всей этой атрибутикой. И ты вроде бы понимаешь, что это все не по-настоящему, на дворе 21 век. Но все равно становится как-то не по себе. И даже не хочется думать о том, что все это театр для туристов. А ряженому шаману придется заплатить за ритуал аж $400. Блин, она быстро бегает. Парк Кантунчи – идеальное место, если хочешь насмотреться на джунгли и на сеноты на всю жизнь. Матушка природа, ты невероятная. Спасибо тебе. Сеноты так привлекают туристов своей красотой, что из них тут сделали настоящий аквапарк. Ты только ходи от одного сенота к другому и ахай от удивления. Здесь удивляйся, какой сенот необычный, полуоткрытый, как кастрюля со сдвинутой крышкой. В этом сеноте удивляйся, какая чистая вода. А в этом сеноте можно взять лодочку и прокатиться по подземной реке к водопаду. Ну и, конечно же, в каждом чуде света можно искупаться. А теперь самое чудесное. Провести целый день в таком аквапарке стоит всего $29. Чтобы переночевать возле чуда света, я нашел настолько удивительное и эксклюзивное жилье, что словами не описать. «Орел и решка» будет первым тревел-шоу в мире, которое увидит это чудо-место. Добро пожаловать в резиденцию Азулик Ухмай. Кажется, уже пора удивляться. Я понимаю, что нахожусь уже внутри большого чуда. Все начинается со входа. Вот эта спираль, она закручивается так, как будто бы тебя всасывает в какой-то новый мир и параллельную реальность. И потом она идет дальше, ниже и закручивается вот в этот деревянный пол. Какой-то космический шаттл. Так, и как сюда попасть? О! Проводник. О!
Чертов кудесник. Обалденная дверь. Ай. Мама, куда я попал? Это какой-то висящий в воздухе заколдованный лес. Это самое необычное пространство, которое я видел. Здесь нет острых углов. Все предметы будто перетекают из одного в другой. И везде так зелено, будто вообще не выходил из джунглей. Посреди твоего пути живая лиана. Ну круто же. Оп, Тарзан на минималках. Резиденция Азулик Ухмай – это архитектурное чудо. Увидев его, никогда не подумаешь, что это построил человек. Ну правда, это же какое-то гигантское осиное гнездо. Ну все. Вот здесь точно кажется, что все это сплетено и создано гигантским инопланетным насекомым. Но на самом деле у всего этого есть создатель, и он человек, и имя ему Хорхе Эдуардо Нейра Стеркел. Но друзья называют его Рот. Азулик Ухмай задумано как арт-пространство, куда могут приезжать художники, уединяться на природе и творить. Для них здесь есть галерея, которая плавно перетекает в зону отдыха у бассейна. А потом плавно перетекает в ресторан. И есть гостевые домики, куда могут заселиться и богатые туристы за символическую сумму – $30 000. А как вы думаете, что вот это за здание? Музей, арт-галерея, может быть, оранжерея? Нет, это просто лобби. Пожалуйста, вот ресепшн. Если сейчас выйдет скалопендра и возьмет у меня паспорт, все, я сойду с ума. Творец этого чуда, архитектор Рот, тоже живет здесь. Я бы не простил себе, если бы не пообщался с создателем вот всего этого. А вот, собственно, его комната. Hello. Привет. Здравствуйте. Я бы очень хотел познакомиться с вами, и, если это возможно, пообщаться и посмотреть, как вы здесь живете. Да без проблем. Я могу войти? Рот, у меня только один вопрос. Кто или что вас вдохновило построить все это? Когда мы с командой приехали в Ухмай, у нас не было ни одной идеи. Мы просто взяли пластиковые палки и начали придумывать форму зданий. Правда, сперва я спросил разрешения у всех духов и живых существ, которые обитают в джунглях. Могу ли я построить здесь резиденцию? И представляешь, они разрешили. Мы использовали только натуральные материалы, виноградную лозу и камень. Я хотел, чтобы современные люди могли почувствовать, как здесь жили древние майя. Хочешь глянуть, как у меня тут все устроено?
Это библиотека. А это мой гардероб. Заходи, не бойся. Ребята, вот это уже эксклюзив. Ну, мне кажется, сейчас очень многие поп-звезды комплексуют. А это моя ванная. Ёлы-палы. Ты, наверное, заметил, что внутри везде растут деревья. Только внутри моего дома их 200 штук. А на всей территории резиденции больше 1 миллиона. Во время строительства мы не срубили ни одного дерева, не срезали ни одного цветочка. Мы строили здания не на месте деревьев, а вокруг них, чтобы не повредить растения. Пожалуйста, перед вами живой пример, что человек может создать сам чудо света. Thank you so much. Спасибо вам большое. Вы сплошное вдохновение. Thanks. Вот как часто вы пересматриваете фото или видео с путешествий? Я всегда. Даже сейчас успел заснять кое-что для себя. Ну, чтобы потом вернуться домой и пересмотреть на большом экране без потери качества. Изображение получается очень четким, заметна каждая деталь. А? Будто настоящее кино посмотрели. Лучший вариант, куда бюджетному туристу поехать после Сенотов, это курортный город Тулум. Есть древний Тулум, который построили еще майя. А рядом с ним стоит современный туристический Тулум с 5-звездочными отелями, пляжными клубами, ресторанами, бутиками и достопримечательностями, вроде этой арт-инсталляции «Иди к свету». Вау! Какая штука! Здесь индианка из досок будто бы открывает свою душу, в которую залазят тысячи туристов и фоткаются. Фоткаются. Но главное, зачем люди едут в Тулум, это райский пляж Плая Параиса. Он считается одним из лучших в Мексике. Energia solar. Фантастика! Это как будто из моих, я не знаю, самых ярких снов. Карибское море – это то, каким все себе представляют идеальное море. Самое фантастическое в нем – его цвет. Оно такое яркое и прозрачное, как будто бы его подсвечивают снизу. Посмотрите на эти цвета, и это все без фильтров и фотошопа.
Камера, камера, камера! В этой удивительной резиденции не останавливались ни опытные путешественники, ни блогеры, ни медийные персоны, вообще никто. Я буду первым посетителем, а вы первые, кто увидит эти уникальные номера. Я у тебя первый. Мать моя буррито, это вообще законно. Что это такое? Просто ты заходишь в номер, и первое, что видишь, как перед тобой как будто бы раскрываются лепестки лотоса и впускают тебя в это пространство. Ну это же гениально. Ничего необычного. Просто камни посередине твоей гостиной. Welcome to the miracle. Тут еще одно чудо. Знаете, мы обычно ковром прикрываем дырку в полу, а здесь земля и корни. А вот владелец корней. Стоп. Все. Я дальше не иду. Это же просто произведение искусства. Как просто выдолбили в бетоне огромную ванну. Обалдеть. Напоминаю, пожить в этом чудо-домике один день стоит $30 000. И знаете, впервые у нас не возникает вопрос, за что такие деньги. Хотя один вопрос у меня все-таки есть. А как эта крыша защищает от тропического ливня, а? Обычно, чем дальше уезжаешь от цивилизации, тем меньше комфорта. Но не в моем случае. Даже в таких местах обо мне и моем комфорте позаботился консьерж-сервис премиальной карты MasterCard. Сервис на связи 24/7. Звонишь, и он поможет решить любой вопрос даже на расстоянии 1000 километров. Хочу, чтобы индейцы майя гопак танцевали. Тулум еще прекрасен тем, что даже бюджетный турист может найти на райском пляже жилье, ради которого не придется продавать почку. Здесь за небольшие деньги можно переночевать в условиях с приставкой «лакшери». Например, в пляжном отеле «Синко». Вау, здесь так волшебно! Везде кокосовые пальмы. «Синко» — это даже не отель, а глэмпинг. Кто не помнит, глэмпинг — это от слов «гламурный» и «кемпинг». Вместо номеров здесь гламурные палатки. И, кстати, что клево, глэмпинг абсолютно точно вписывается в общую архитектуру Тулума. Какое все тут деревянное, плетеное, зеленое. А ты посмотри только на этот душ. Это же не душ, а райское наслаждение. А вот и моя палатка в раю. Вау! Так вот ты какой глэмпинг! Я никогда в таком месте не была. Какая же красотулечка! И что важно заметить, здесь есть атрибуты обычного отеля. Шкаф, ventilation, сейф. Вон, даже Wi-Fi есть. И электричество.
Есть? Есть. Свет есть. А какая кровать! Это же настоящий king size. Не в каждом отеле есть такого размера кровати. Но самое главное, это, конечно же, вид на Карибское море. Оно буквально у моего порога. Вау! И знаете, сколько стоит пожить в таком открыточном месте? $38! Еще и с завтраком! В Европе за такие деньги удалось бы снять только койку в паршивом хостеле. Вот так всегда. Все приходится снимать на бегу. Хорошо, что качество видео не страдает. Смотрите, изображение плавное и совсем не дрожит. Это все благодаря функции суперстабилизации на моем Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Сглаживает даже сильные колебания камеры, вплоть до 60 градусов. Вот вроде бы смартфон, а на самом деле киностудия у вас в руках. От всех этих райских красот и купаний разыгрывается волчий аппетит. Чтобы дешево и вкусно поесть, надо идти туда, где едят местные, на улочку Солнца, Калья-Соль. Здесь и жареная сладкая кукурузка, и кокосы с перцем чили, и сочная говядина на гриле, фахитос. Посмотрим, что тут у нас есть. Такос. О, мексиканское традиционное блюдо. Тако – это когда в кукурузную лепешку тортилью заворачивают начинку. Это может быть что угодно, от овощей и до морепродуктов. Так, что у нас тут? Око, ленгва. О, что это такое? Они что, делают блюдо с какими-то человечьими глазами? Я такого не знаю. О май гад. Sorry, you make food from this? Do food? What is it? It's a swine? Хрю-хрю? Or it's a cow? Cow? Тако с коровьими глазами звучит просто отвратно. Но долг ведущей «Орла и решки», в общем, сами знаете, что он обязывает делать. I want to try taco. Yes, you make. Can you? What kind of taco you like? With ice, of course. Yes. Я вам не мешаю? Смотрите, как он кровожадно вытаскивает глаза. Это... Is it really eye? It is. Да, это вареная коровья голова. И да, из нее щипцами вытаскивают вареные глаза. Потом глаза слегка обжаривают, поливают томатной подливкой, кладут на лепешку и добавляют лучок и лимон по вкусу. Так, волосы. Он добавил мне свой секретный ингредиент прямо из его бороды. Yes? Is it yours? No, it's part of the cow. Да ну нет, конечно. Легко так отмазываться, все на корову сваливать, да? Сам не засунул свои волосья. Это первый момент мой, когда я в речке буду есть такую гадость. Класс! Горячо, горячо, горячо. Угу. А это преступление, если честно,
Мне очень нравится. Это знаете, на что похоже? На требуху, на коровий желудок. Вот по консистенции абсолютно такая же коровья часть тела. Само мясо такое упругое, оно как будто делает вот так вот на языке. Брум-брум-брум-брум. Вот если бы я была с закрытыми глазами, и мне бы это подставили, я бы никогда в жизни не догадалась, что это коровий глаз. Я не знаю, в чем тут секрет. Может быть, в перце, в соли, в луке, в лайме. Или потому что я нахожусь в Мексике. Но это правда вкусно. Попробуйте. Сань, попробуешь? Почему? Почему ты мне не доверяешь? Очень вкусно. Блин, я, наверное, самая всеядная ведущая, да? Я все ем. Если не наелся глазами, повар предложит тако с коровьим языком или коровьими мозгами. Мексиканцы люди небогатые, мясом не разбрасываются, поэтому в тако идет все. Одной большой головой коровы здесь могут накормить 60 человек. Блин, давайте заберем домой. Gracias. Чтобы ваш финансовый синок не пересох, я прячу для вас $100. Клад на полуострове Юкатан ищите возле сенота Лос Геррерос, возле дерева, на котором висит вывеска с названием. Удачи! Полуостров Юкатан – одно из лучших мест на Земле, чтобы воплотить мою давнюю мечту – поплавать с акулами. С мая по сентябрь к берегам Мексики приплывают самые большие рыбы на Земле – китовые акулы. И с этими чудищами можно вот так рядом поплавать в открытом море. Знакомьтесь, это Катя, мой проводник в мир подводных монстров. Очень приятно, Катя, Экотурс. Антон, семья Зайцевых. Как это вообще все происходит? Как охотятся на этих акул, чтобы их увидеть? Мы их ищем и находим плавники или вся спиной с плавником и с хвостом. Подожди, а они настолько огромные, что их видно с лодки? Они прям такие большие? От 8 до 12 метров, Антон. А есть какие-то правила безопасности, если на тебя плывет акула? Самое главное правило, Антон, нам нельзя их трогать. Окей? Даже? Нельзя даже поцелуйчик. Вот так вот нельзя. Потому что мы их раздражаем, они начинают стряхиваться и могут уйти на дно. Дистанция у нас должна быть 2 метра. От хвоста 3 метра дистанция. И плыть как можно быстрее. Окей. А если не успел отплыть? А то тогда я тебя возьму и оттолкну, не переживай. Окей. Ну, я уверен, что мы найдем. Пошли бесить акул. Пойдем. Лучшее место, чтобы увидеть китовых акул, рядом с островом Кантой. Катя, я не понимаю, как ты вообще стоишь? Тебе же еще рожать. Как же выслеживают китовых акул? В море высматривают их плавники. И кто первым увидел, делится координатами с остальными. Нам по рации сообщили, что другая лодка нашла акулу. Готовимся. Ребята, все смотрите на левую сторону лодку. Не верится, что я сейчас увижу настоящую акулу. Без клетки, без всего. Просто так. Это действительно очень страшно, хотя очень хочется. Слабоумие и отвага. Смотри!
Она ж гигантская! Сколько тут метров? 10, наверное, как наша лодка. Ой, большая. Большая очень. Готов? Вот эта голова. Готов. Размер. Прыгаем. Катя! Это что-то невероятное, это какое-то чудище морское. Это что-то вообще не из мира нашего, не из мира людей. Китовая акула – это супер рыбина, 15 метров в длину и весом, как городской автобус. Она может дожить до 150 лет. У нее во рту 15 тысяч зубов. А еще бронированные глаза. Прямо на глазных яблоках есть особые зубчики. А вы посмотрите на ее пасть. 1,5 метра в ширину. Меня может заглотить поперек. Но, к счастью, китовая акула не опасна для человека. Она, как и кит, питается исключительно рачками и мелкой рыбкой. Плывет и зачерпывает их, как с очком. По 200 килограммов за день. Мать моя фауна, это просто невероятно, я такого не видел. Это точно самое большое чудище, которое я видел в своей жизни. Вот это чудо, вот это чудо. Ну почему нельзя, чтобы вот так сразу? Захотела увидеть Синод? Увидела. Нет, надо еще долго добираться, идти, кряхтеть. Был бы фитнес-трекер, я бы вам показала, сколько калорий ежедневно сжигает ведущий. Кстати, а чего я до сих пор не завела себе фитнес-трекер? Непорядок. Заходим на Е-каталог. Этот сайт реально экономит время на поиске. Выбор товаров огромный, но все аккуратно по разделам. Так, гаджеты, умные часы, теперь параметры. Цену, тип дисплея, функций побольше. Кстати, тут еще куча полезной информации. Рейтинги, отзывы. В общем, удобно, как ни крути. Так, вот этот браслет популярный. Выбираю магазин с самой выгодной ценой. Нашла! Вот здесь и куплю. Не бросайте в меня кокосами, но в Тулуме, кроме валяния на райском пляже, туристу с рюкзаком делать больше нечего. Сори! Поэтому я отсюда сбегаю, чтобы показать вам одно очень необычное место. Дамы и господа, рядом с Тулумом у вас есть уникальная возможность заглянуть в волшебную дырку. Но готовьте ваши денежки, потому что цена реально болючая. Многие сеноты находятся в частных владениях, но это как колодец у вас на даче.
Стоимость входного билета в Синод зависит от жадности его хозяина. Тут клянчат аж 11 баксов. Этот Синод называется череп. Но, если честно, я не понимаю, почему. Синод, он и в Африке. Теперь я понимаю, почему. Это Синод Калавера, с испанского череп. Ну, потому что в нем есть 3 дырки, которые сверху напоминают рот и глазницы черепа. Сань, смотри, я прыгаю в череп. Туристы приезжают в Синод Череп не просто искупаться, а чтобы снять экстремальное видео, как они прыгают в одну дырку. В бездну. А из другой дырки выбираются по лестнице. Но этого на видео уже не показывают. Посмотри, какой здесь ужас! В этих синодах обитают летучие мыши, которые пьют человеческую кровь. Их тут штук, я не знаю, наверное, 1000. Боже мой, меня сейчас тошнит, я не хочу. О, боже, все, нет, я отсюда уплываю. Какое ужасное место. Ой. 250 песо за один синод, да еще и с мутной водой, а там еще и летучие мыши. Ну так себе развлечение, на полчасика, но решать вам. В мой морской тур входит купание не только с акулами. Тут живет еще одно морское чудо-юдо. Самый большой скат в мире – манта. Из-за плавников, похожих на рожки, этих скатов прозвали морскими дьяволами. Но на самом деле они морские няшки. Так же, как и китовые акулы, не обижают людей и едят своим ртом с очком разную мелочь. Манты любознательные, подплывают к человеку целой стаей и кружатся с ним в танце. Что это, если не чудо? Долг ведущего обязывает разбираться в любых вопросах. Вот, например, про китовую акулу расскажу, про винг-дайвинг расскажу. Где дешевле купить ноутбук? Да-да, тоже расскажу. Заходим на e-каталог. На сайте собрано более 1000 интернет-магазинов с разнообразными товарами. Заходим в раздел «Компьютеры», «Ноутбуки». Вариантов уйма. Сразу сужаем поиск. Можно подобрать по параметрам или установить ценовой диапазон. И вот, пожалуйста, показывает, в каком магазине выбранный ноутбук дешевле. А мне, кстати, пауэрбэнк нужен. Повторяем процедуру. Заходим в нужный раздел «Гаджеты, пауэрбэнки» и смотрим. О, вот это то, что нужно. Шопинг с e-каталогом удобный, быстрый и выгодный. Колодцы Майя пережили и индейцев, и испанских завоевателей. Однако могут не пережить 5000 туристов.
Когда-то идеально чистая вода из сенотов сегодня представляет собой коктейль из солнцезащитного крема, наркотиков, лекарств, который попадает туда с потом. Я все понял про это чудо. Нам очень хочется верить, что потомки майя все-таки спасут это чудо природы так, как когда-то сеноты спасли их древнюю цивилизацию. Невероятной красоты. Мать моя Бурита. Чувствую себя олимпийским придурочным чемпионом. Тарзан на минималках. Сам не засунул свои волосья. Блин, давайте заберем домой. Вот это чудо. Hola, buenos días, buenas nachos, buenas burritos. Эй, беднячос! Вася, Василек, Василиск, рассказывай все, что начудила. Я видела 1 сенот, 2 сенот, череп. Их было так много. А я сразу видел несколько чудес. Чудо-сенот, чудо-юдо-рыба и чудо-обитель. На этом наши карибские приключения не заканчиваются. Мы отправляемся смотреть на пляжи Доминиканы. Вперед к чудесам! Света! Наташа, Ирина, Марина, Это моя лучшая подруга. Анжелика, Виктория, Бум! Надежда. Бабкина?